В этом году исполняется 157 лет 21 мая со дня окончания русско-кавказской войны. Она длилась, по одним данным, 100 лет, по другим данным, свыше 200 лет. Причина в чем? Самая главная причина. Кавказ – это один из центральных в мире энергетических поясов. Кавказ, Гималай, Анды, я об этом говорил. Но самое главное, что Кавказ – это ворота в Азию и в Европу. Российская империя расширялась. Она была и в Европе, в Азии, в Америке. А сейчас ей нужны были выходы к теплому, к Индийскому океану. Естественно, мешал Кавказ. За Кавказом находился Иран, Персия, то есть и большая тогда еще довольно мощная Османская империя, где было очень большое влияние, конечно, Британской империи, которая тогда являлась владычицей морей. И вот здесь на Кавказе схлестнулись интересы фактически трех империй. Российской империи, Османской империи и Британской империи. Фактически Кавказ считался непроходимым регионом, потому что ни Тамерлан, ни Сулейман Великолепный, ни Чингисхан не могли его взять. Они всегда обходили стороной. Ну, Византия, когда была, это отдельный вопрос, они со стороны моря нападали. Часто они терпели поражение, кстати. На Восточном Кавказе самое жесткое сопротивление оказал дагестанско-войнарский этнос. В общем, война продолжалась очень долго. Были огромные потери с обеих сторон. Там возглавил шейх Шамиль. Но в 1859 году он был пленен на Восточном Кавказе. Куниб был взят. Даже песни есть по сей день. Мы ее в студенчестве пели. И пленен. Остался Западный Кавказ. Он был абсолютно, еще пока, там войны шли постоянно. Черноморская береговая линия с севера. Еще Суворов начал уничтожение нагайцев. Потом черкесов, абазинов. Это все известно. Но все силы самой мощной в мире империи, она самая мощная была, да, империя российская, были перенесены на Западный Кавказ. Ежегодно в среднем империя теряла на Кавказе, еще со времен Шамиля, в среднем, я подчеркиваю, 25 тысяч солдат. Четверть расходов империи уходила на Кавказскую войну. Ну, в ход пускались, конечно, самые жесткие, самые такие нечеловеческие методы, так скажем, вплоть до биологической войны. То есть заносили чуму, заносили оспу, особенно вот в начале 19 века. Там десятками тысяч люди вымирали, в том числе адыги, абазы, чтобы ослабить энергетику, потому что Кавказ был очень сильный духом, энергетический центр фактически. Я вот здесь, Даур Зантари, наш очень творческий человек, гениальный фактически писатель, он очень тонко подметил. На Кавказе столкнулись, говорит, Россия, еще бравшая первые уроки у Европы, и фактически люди, кавказские горцы, которые несли античную культуру. То есть поздняя античность схлестнулась полуевропейской цивилизацией, так скажем. Если говорить о культуре кавказских горцев, то сейчас просто время займет. Десятки, сотни личностей, в том числе и противники, они с восхищением о них отзывались, о высокой культуре, о силе духа, о благородстве. Даже вот такой факт один приведу. Если погибал предводитель в российских войсках горцы, черкесы,
делали перемирие на 3 дня и справляли тризну опавшим противнике. Ну и поэтому вот Лермонтов был воодушевлен, и, кстати, как никто, он воспел Кавказ фактически. И его все считают своим родным. И даже один раз прочтешь, и уже все остается в душе. Здесь что вот происходило? Тут очень интересный факт. Восточный Кавказ, он уже, традиции ислама там уже укрепились довольно. Не очень сильно, но Западный Кавказ, здесь ислам еще не был так силен, христианство было оставлено, ну, были следы, в основном люди несли традиционную культуру. Бог, вот нас всегда обвиняют в язычестве, язычества нет. У нас было единобожие. Ну, как мы говорим, анша, улпхаха, так и у адыгов, абхазов. Но когда закончилось вот, 1859 год и 1964 год, там на Восточном Кавказе осталось население 95%. Только 5% было изгнано. Там ингуши, чеченцы, осетины, немного дагестанцы, ну, даже 5% нету. А на Западном Кавказе почти полностью, считай, до 90% населения было изгнано. В чем причина? Причина в том, что Западный Кавказ, в том числе и Абхазия, это ключ ко всему Кавказу и ключ к выходу на Османскую империю, дальше к Индии. Потому что здесь с древнейших времен шли пути, очень великие пути, не только шелковые, до шелкового пути, связи с Индией были, даже с Китаем были связи, до шелкового пути. Я здесь хочу что отметить четко. Тут такая доктрина была, на Западном Кавказе уже. Надо истребить горцев наполовину, чтобы заставить остальных сдаться. Вот под этой доктриной они действовали. Кавказ – это огромная крепость, ее нужно осадить, Западный Кавказ, и брать постепенно. Что делали? Войска двигались, уничтожали поселения, общины, аулы и заселяли уже казацкими поселениями, переселенцами с России. Там тоже очень многие не хотели ехать, это целое дело было, ну, колонизация. И вот так сотни станиц, они тихо, вот до 1859 года. В 1859 году это очень Евдокимов победил, хотя был мирный план покорения Кавказа, но генерал Евдокимов, как его называют адыги, палач адыгов, его мнение победило, и решили покорить Кавказ полностью. Но был поставлен вопрос на истребление. До этого я хочу отметить, ну извини, такой мощной империи, самой мощной империи в мире, сопротивляться 100 лет, ни один народ в мире не выдержит. Это я говорю спокойно, очень. Но тут были такие сильные личности, лидеры были. К сожалению, имена многих героев нам неизвестны, но судя по тому, как они сопротивлялись, сейчас я здесь вот процитирую одно официальное лицо. Ну, первый это шейх Мансур начал. В 1791 году он был пленен. Но что интересно, знаешь, вот по историческим документам и по его допросам, которые сохранились, шейх Мансур в самом начале шел в Абазу, поселился среди лоавцев. И передовые его отряды были абазы. Вот это вот совершенно... Это об этом пишет чеченский историк Абдул-Вахид. Абзой, вообще они нас называли в войнах Абзой. И вот он пишет Абзой, там очень много, оказывается, встречается вот, ну, наши корни. Это очень интересно. Но это говорит, что мы все очень связаны. Просто
Люди многие не понимают про самой простой причины. Ты должен быть духовно свободен, тогда ты силен, ты независим, ты никого не боишься, ты знаешь, что ты прав. Вот это самое главное, если вот эту истину воспитывали в наших старших, я имею в виду предках, и поэтому они отличались очень сильной стойкостью характера. Тут вот сейчас я процитирую полковника Франкини, он военный советник был в Константинополе в 1863 году, что он писал. Очень интересно, кстати. Он, во-первых, отметил, что кавказцы, все именно кавказцы, они составляют отличное войско, едва ли не самое лучшее в мире. Из них получаются лучшие воины. И вот смотри, он что пишет. Известно, сколько жертв стоит необходимо содержать на Кавказе регулярное войско. Из чего стоит превращение русского мужика в проворного и бодрого кавказского солдата. Но независимо от преодоления частных условий климата, почвы и местности, другое обстоятельство, строго обдуманное, должно неминуемо привести к осуждению мысли о заселении Кавказа иностранцами. Русский, славянин разных стран, грек, армянин – все способны по пришествии большого или меньшего времени сделаться на Кавказе хорошими хлебопашцами. Но они никогда не приобретут той воинственности, которая с младенчества прививается в нынешнем кавказце. Кавказский уроженец ко всему годен, но более всего к войне. Одаренный проницательным умом и редкими физическими качествами, он одинаково способен к земледелию, к торговле, к промышленности, но всему предпочитает оружие. К лишениям и трудам, к езде, к стрельбе он приучен с детства. Это бесподобный азиатский воин. Между тем, как иностранец, переведенный на Кавказ, сделается, может быть, отличным колонистом, но воином он никогда не будет. Лишиться добровольных услуг кавказских горцев – это выгнать враждебные нам племена в Турцию – это не что иное, как бросить оружие обезоруженному врагу. Вы понимаете, вот почему я это привел? Люди прекрасно понимали, что этих людей, я имею в виду кавказцев, надо оставить на своей родине, чтобы они жили здесь. Они свои, и правильно с ними уметь разговаривать, правильно уметь. Совершенно законы Российской империи не подходили к нашим нравам. Совершенно. Да и сейчас тоже не подходят. Самый простой пример приведу. Вот 1917 год, когда разваливалась царская империя. Одна из немногих, на одной руке тоже, боевых единиц царской армии, которая не предала, были кавказские горцы, Кавказская конная дивизия. Когда она пошла на Петроград, если бы они вошли в город, там уже большевиков не было, все разбежались. На подступах, с ними встретились кавказские революционеры, уговорили их не поднимать оружие против народа, они возвратились обратно. Ни одного дезертира эта дивизия не дала, потому что это благородство, честь превыше всего для человека было. Как абхазцы говорят, ахид захимц, все, или честь, или бесславие. И вот по этому принципу они жили всегда. У нас были, я говорю, великие герои, великие просто. О них сложены песни, легенды, предания. Я знаю и в Дагестане, и в Чечне, и в Осетии, в Адыгее, в Кабарде созданы сборники. Вообще желательно было бы многотомник издать о кавказских героях. Для чего? Это элементарная вещь. Это очень поднимает дух молодежи. Родину нужно любить, Родину надо уметь защищать. Но чтобы уметь защищать, человек должен пройти воспитание соответствующее. Все поражались. Даже во Второй мировой войне, когда писали о кавказцах. Удивительно, говорит, мужество у них в крови, говорит, абсолютное презрение к смерти. Но, как говорится,
Империя делала свое. Она шла в течение 4 лет. Там вот донесения такие страшные. Сожжено там 40 аулов, сожжено 100 аулов, уничтожено 144 аула. Выжили все хлеба. Это десятки, сотни донесений. Просто по памяти цитирую. Они дошли до Убыхи. Убыха возглавлял Хаджи Бирзек. До этого в 1861 году была встреча с Александром II. Но он поставил им твердое условие. Или переселиться на Кубань, на плоскость, чтобы ими легче было управлять, или в Османскую империю. Конечно, предводители народов Западного Кавказа были оскорблены. Еще ни один человек, правитель в мире, так с ними не разговаривал. Они, конечно, предпочли переселению на Кавказ сопротивление. Еще 3 года шло очень жесткое сопротивление. Даже там такие вот, по документам я говорю, в 1862 году абхазы с одной стороны, Западной Абхазии, а Убыхи с другой перешли хребет и разорили несколько станиц, уничтожили станицу, колонистов. И там один офицер пишет очень интересную вещь. В Адыгее, там, ночью подъехали, говорит, адыги, говорит, и что-то пели, говорит. Мы приготовились к бою, но они, говорит, к нам не подходят. Мы ничего, говорит, не поняли. Они пели довольно долго, говорит. А потом, через день пришел Нарочный, в общем, узнали, что были уничтожены несколько станиц, и они прославляли героев, которые вот сумели пройти. И там подчеркивается, первый раз, говорит, мы, говорит, увидели людей в островерхних шапках. Это, абхазы одевали острые шапки, называется нарта-архалпа. То есть нартская шапка, так переводится. Шапка нартов, то есть. Я к чему говорю? И вот в мае 1864 года, в апреле уже, Убыхия была взята, и войска 4 колоннами были двинуты, тогда она еще Красная Поляна не называлась, называлась Губаду по-абхазски. Очистили они сначала Псху. Псховцы, когда уходили, все дома сожгли, все. По себе тризну сыграли помники. И, значит, с песни гор спустились к морю. Прощались с родиной. А когда поднялись на Красную Поляну, там даже женщины принимали участие в сражениях. А другая колонна, которая шла через Аибгу, встретила, на 3 дня задержалась. Они не поняли, в чем дело. Был очень ожесточенный бой. Там, в прямом смысле слова, женщины с ружьями, как говорится, с винтовками шли в бой. И вот что интересно, они все погибли. Этот последний памятник героизма на Западном Кавказе. Все были, потому что в Турции, Красная Поля по-абхазски Ахчипсы, много там Псху, это все известно. А Аибиха почти никто не знает. Потому что 3 дня ожесточенный бой шел, только орудиями их смогли выбить. Картечью расстреливали. Вот это был самый последний бой на Красной Поляне, а до этого на Аибге. Конечно, там, если подняться, возвыситься над собой, там нужно поставить памятники и на Аибге, и на Красной Поляне павшим воинам, кавказцам. Все, больше не надо ничего. Там были абхазы, там были адыги, там были, может, и с Восточного Кавказа, потому что к Шамилю очень многие абхазцы переходили, воевали, гибли там. Это мы с тобой об этом, я тебе уже рассказывал. Я к чему говорю?
свыше 3 миллионов человек было изгнано в Турцию. Прикинь, какая цифра огромная. Турецкое правительство, ну там несколько этапов было, оно не ожидало такого наплыва. Просто гибли десятками тысяч людей. Потом их заселили на Балканы, потому что Османская империя Балканы теряла. Там до 4000 было расселено, в том числе в большинстве адыги, ну и абхазы тоже были, особенно из Дала и Цабала. И я к чему говорю? Это 64 год. У нас после 64 года, через 2 года было восстание. Потому что совершенно не были, я подчеркивал до этого, законы Российской империи и народное обычное право. Потому что у нас большинство населения не зависело ни от кого землей, земля им принадлежала. Они, по примеру России, хотели наших жителей абхазов освободить, а народ не понял, от кого их освобождать. Мы, говорит, ни от кого не зависим. Я, по-моему, говорил такую поговорку, я не встречал. Вот, у абхаза есть такая поговорка, то есть князь, дворянин и анхаю, то есть вольный житель, не крестьянин, они братья. То есть сословное, в смысле, резкого сословного разделения не было. Но почти было очень равно. И после этого очередное выселение, весь Дал-Цабал был очищен. Через 11 лет снова было восстание. Но сейчас тебе скажу, абхазы поняли, что, я уже чуть абхазов коснусь, что надо получить образование. И в 1876 году был сход начальства российское, царское и так далее. Тогда абхазцы очень хорошо могли говорить, и мудро, и резко, и прямо. Они заявили, вот посмотрите, говорит, наши руки отвыкли от плуга, мы привыкли к оружию, к шашке, к винтовке. Но мы очень хотим, чтобы наши дети получили образование. То есть они смирились уже? Не смирились, они поняли, что надо иметь образование. У нас же народ образования, школ не было еще тогда, понимаешь? Вот наша вина в том, что у нас были бы очень хорошо образованные люди в каждой общине, условно говоря, не только у нас, на всем Кавказе. Возможно, этой трагедии не было бы. Но были же со стороны русских те, которые предлагали мирным путем разрешить конфликты. Почему их саботировали? Их сразу снимали с должности. Потому что такие, как Ермолов, хотели прославиться? Ну, Ермолова тоже сняли, он там уже переборщил, честно говоря. А потом после него Раевский был, он вот высаживал Адлер в Сочи. Но дело не в этом. Раевский, говорит, наши, говорит, преступления на Кавказе, говорит, затмили преступления, говорит, этих испанцев, Кортеса в Америке при покорении, в общем, при завоевании Америки. Мы их, говорит, когда-нибудь, я смысл говорю, когда-нибудь нам очень стыдно будет за все это. Его сразу сняли. Докладную дал. Я поняла, совестливых людей снимали. А можно ли сказать, что проклятие горцев – это итог революции? Тут не в проклятии, но, конечно, вот ты в Цибелеш бывала, да? Там очень мало источников. Они все забиты войлоком. Когда ушли, пока, говорит, мы не вернемся, чтобы заклятие оставили, чтобы вода не появлялась. Где-то в 1982-1983 году в одном-двух местах начала вода просачиваться. Ну, открыли землю, смотрят, там войлоком забито, бурками. И там армянин и священник собрал всех. Но он образованный был, пример. Все, говорит, нам надо уходить, говорит. Коренные жители будут возвращаться в 1972 году. Это реальный случай. Там, и фактически там никого не осталось. Какие-нибудь фамилии знаете, которые тогда на Красной Поляне последний день? Сколько хочешь. Могли бы перечислить из тех, которые... Там Маршан, Куджба, Ахба, Куацба, Адзинба Куацба, Арзинба. Там все представители этих родов. Там знаешь, как было? Фактически
погибла половина населения. Наш. Наших, я имею в виду, которые там жители. Потом при переселении они уже практически половина осталась там. Не по старости, а в бою. И, кстати, сохранилось очень много песен героических от той эпохи. Там как солдата не жалели, офицеров убивали, солдатам отстреливали руку или ногу. Это правда, что ни одного случая пыток и унижений над Это противниками не было? Нет, уже тебе я же говорил, что они по погибшему герою устраивали, с той стороны устраивали тризну. Если он достойно был. Если достойный. Можно вопрос? Если Великобритания хотела здесь господствовать, почему, когда к ней она подстрекала горцев на Правильно. Она не хотела, чтобы Россия вышла к Индийскому океану, завоевала Персию, ну и так далее, и так далее. И все свои методы, все. Великобритания. Да. Они, конечно, использовали. Правда, горцы им не доверяли. Потому что вроде бы они, вот знаешь, вот любят, понимаешь, с уважением говорят, но там же... Какие методы они использовали? Они просто... Как методы? Методы, во-первых, лживых обещаний, подстрекательства. Но самое интересное, я тебе скажу. Когда была Крымская война, русские ушли с восточного побережья Черного моря. Фактически кавказские горцы не приняли участие в Крымской войне. Они поняли их двойственную политику. Хотя англичане приглашали, там целые переговоры были, в Варну даже поехали некоторые представители, почти фактически не принимали участие. А вы могли бы рассказать тот случай, когда они обратились к представителям Англии? Это известно. Они обращались и к английской королеве, и к лорду Пальмерстону. Вот там они прекрасно поняли, что их водили по кабинетам и оставили ни с чем. Пальмерстон так заявил, ну что, говорит, кавказские горцы, говорит, уже покорены мои, говорит, агенты, консулы доносят мне о том, что происходит. Ничего страшного, если, говорит, абхазцы тоже будут покорены. Вот такое их отношение и по сей день к нам, чтобы ты знала. А до этого они подстрекали, получается? Очень, такую, как говорится, иезуитскую политику. Как это, знаешь, бойся донайца, дары приносящих, это еще у Гомера. Я к чему скажу? А вот в 1877 году снова вспыхнуло в Абхазии восстание, в результате чего вся Абхазия опустела. Осталось 19 тысяч абхазцев. Вот я просто очень коротко скажу. В районе Рицы было 60 обществ абхазских. Заибское ущелье Рица. Вот прикинь, ни одного человека. Псху не трогают, там край, это Ахчепсы, это Аибха, никого, и так далее, и так далее, и так далее. У Быхов никого не осталось. От реки Апста, Негумиста, до реки Кодор сотни общин. Это центральная Абхазия. Никого не осталось. Бзыбский участок на 80% опустел, Кодорский на 60% опустел. Даже с Самурзакана успели, немного, но ушло людей, конечно. Я к чему говорю? Вот это атмосфера наша, то есть единство, было разрушено. И вот по сей день это чувствуется, не только у нас, на всем Кавказе. Например, любая республика на Северном Кавказе построена так, границы очерчены так очень хитро, с иезуитским замыслом, чтобы рано или поздно возник конфликт.
Вот это нужно понимать. И это не вина народов наших, это вина тех, которые вот оставили, как говорится, гнилой крючок. Но для этого что нужно? Очень нетрудно это все решить. Нужно обладать большим самообладанием, благородством и быть выше, подняться выше. И любое дело, на мой взгляд, любое дело, нужно и необходимо разрешать за столом переговоров. День, 2, 3 недели, месяц, год не имеет разницы. И почему я тогда вот сказал образованию? У нас, к сожалению, есть, которые имеют высшее образование, а люди, которые настоящего образования, то есть я имею в виду не то, что ты университет там закончил и так далее, а внутреннее вот, духовного образования, прямо в хорошем смысле этого слова, многим не хватает. Вот это наша беда. Мы должны строить свое будущее на наших традициях, нашем языке, нашей истории, наших обычаях, нравах, наших песнях, танцах. Но это нужно передавать очень красиво, понимаете? Для этого нужно быть очень талантливой личности, глядящей далеко вперед, не на 10, не на 100, а даже больше лет вперед. Вот коротко очень скажу, в 1935 году Нестор Лакоба в Москву, он каждый год в Москву по несколько раз приезжал, студентов собирал, до этого проверял, как они учатся, всем помогал финансово, естественно. И вот в 1935 году он снова обошел все вузы, собрал студентов. И что он заявил? Вы, говорит, учитесь хорошо, говорит, в прошлом году приехали, говорит, уже ребята в Абхазию, позапрошлом году приехали. В этом году тоже часть из вас вернется в Абхазию. Вы учитесь хорошо, все на благо нашей страны, народа, но, как я заметил, вам не хватает чего-то, говорит, а вот это мы сделаем в Абхазии. Мы там откроем Академию Апсора. Соберу всех людей, которые самых мудрых людей. Если не хватит, я даже, говорит, с Турции приглашу. Есть канал, абхазцы привезу, там есть очень мудрые люди. И вот чтобы вы, ваше образование и плюс ваша, вот, именно наша национальная традиция, культура, то, что называем Апсура, в сочетании этим, чтобы вы несли своему народу. Но, к сожалению, в 1937 году, потом в 1941-1945, 95% этих людей или были уничтожены, или погибли на войне. Вот это нужно возрождать. Это я просто Абхазию коротко сказал, в каждом народе. Потому что у нас очень богатая культура, пускай никто даже не сомневается, не думает. Просто нужно уметь правильно преподносить. Почему Нохчала, Апсура, Дагахаб, Сагалха и так далее идентичны все между собой? Потому что корень один. Мы, между прочим, это в конце, ну, условно говорю, в конце первого тысячелетия нашей эры или в начале, грузинские племена из Малайзии просто нас разрезали. А Абхазы и Нохчи вот так граничили. Вот так, вот так. Там даже есть контакты в языке, мифологии. Кто исследовал, они это видят, встречаются. Это была одна кавказская общность. Еще Крупнов был очень видный исследователь, археолог, но очень, как сказать, продвинутый человек. Он писал о кавказской идентичности. Там и бронзовая культура, там и каменная, мегалитическая культура, духовная культура. Когда песни послушаешь, вот так, мелодию, я имею в виду не то, что там обработано, вот именно народные песни, настоящие народные песни, они ничем нет, почти по тональности очень похожи, очень. Что сделать кавказцам, чтобы выйти из рабского мышления и прийти к свободному мышлению человеколюбия, ставить... Победить себя и, в первую очередь, победивший себя, вот всегда буду говорить, властелин вселенной. Это раз. Второе, что нужно? Нам нужны очень глубоко образованные сыны и дочеря Кавказа. Очень глубоко, которые могли бы нести в хорошем смысле слова пример. Очень много у нас хороших людей, понимаешь? Но каждому из нас чего-то не хватает, в том числе я вот себя беру. Но человек на то и живет на белом свете, чтобы самосовершенствоваться, чтобы, как это,
Уюство ауэра. Человека человечеством делает человечество. Да, да, такая философия наша. Вот выше этого. И нужно просто отойти. И вот это вот... Многие страдают лицемером, высокомерностью. Это нас уничтожает. Надо всегда быть, вот как говорили в древних, нарты были, говорит, с большие, с детьми малыми, с ровесниками. Вот это наша культура. А как поступить кавказцу, который имеет, пусть даже справедливые претензии к другому представителю горского народа? Как ему здесь внутри себя правильно выстроить? Что ему надо Но это сделать? зависит от ситуации. Ну как он должен... Не оскорблять, в первую очередь. С достоинством относиться к врагу, к противнику, условно говорю. Есть выражение такое, что тебе, пожелание, вернее, когда человек что-то хорошее сделает, кто не ожидал, говорит, дай Бог, чтобы тебе враг тоже говорил спасибо. Даже враг. Даже враг говорил спасибо. Вот ты понимаешь, в детстве если это много раз слышал. народ? Да. Ну, приятно, а по жизни я это понял, понимаешь? Это главное, конечно, учебник, это я понимаю литературу, главный учебник жизни, главное богатство это люди. Людей нужно беречь. Война, вы не понимаете, вот многие не понимают, продолжается по сей день. Самое страшное, вот то, что нас никак не смогли сломать и не сломают, но наркотики запустили, молодежь губят. Это не только у нас, по всему миру, понимаете? Вот одно из самых главных зол, не только, одно из зол, страшных зол. Сейчас и там еще что-то придумали. Дело не в этом. Но надо суметь победить все это. Потому что кавказец должен быть человек свободный, внутренне, избавиться от, как я сказал один норвежский писатель, от внутреннего рабства, говорит, я избавляюсь, и ради этого учу исландский язык. Но исландцы, они пером добились, образованием добились независимости в 1944 году. Единственный народ в мире, по-моему. Почему я всегда говорю об образовании, о прошлом. Каждый исландец, они в 1000 году там заселились, знает свою родословную с 1000 года. Ты представляешь, какое самосознание? Что это дает? Это уважение к предкам, правильно вести себя, все. И они путем образования тихо-тихо они поднялись. А можно сказать, что у русских в России проблема с этим же? Огромные проблемы. Они тоже почти то же самое, понимаете? Но в России большие ресурсы. У них, хотя проблемы даже больше, чем на Кавказе, я честно скажу. А кто их тайный враг? Ты знаешь, как говорят наши старшие, то, что ты себе сделаешь, тебе враг не сделает. Это то же самое нас касается в первую очередь. Но у них очень большие традиции, большая культура, я бы сказал. Я думаю, что они станут на ноги крепко. А кавказцам что надо? Кавказцам я уже сказал. Надо понимать друг друга. Они сегодня борются за землю. Это Ты стоит знаешь, ценой дружбы человеческого отношения? Это все можно решить. Но вот есть тоже поговорка абхазская хорошая. Все войны в мире происходят из-за женщины и из-за земли. Земля не продается. Вот недавно я слушал. Вот я сейчас нашу землю скажу. Она омыта кровью. А то, что кровью омыта, это самый страшный грех, если эту землю продавать. Вот, я хочу, чтобы это люди знали. Выше греха нету. Землю, за которую сложили люди головы, наконец-то они сделали то, что нужно было сделать, то, что не смогли наши старшие сделать. Это священная земля. Вот это нужно преподносить. То же самое я имею в виду и на всем Кавказе. А вопрос за кусочка земли, это всегда можно решить спокойно. Там, конечно, должна и народная дипломатия быть, должна быть и, естественно, правительство должно немножко пошевелить кое-чем. Сейчас не хочу никого оскорблять. Желаю всем твердости духа, уверенности в себе, благородства и прошу всех
Самое, как это не я сказал, Сократ сказал, познайте себя, тогда вы будете непобедимы. Но я скажу, до этого мы же, все-таки у нас более восточное мышление. Мы имели большие связи с Османской империей, с Персией, меньше, но имели, с арабскими странами. Турки, османы, они все-таки народ восточный, притом там у них очень много кровей было намешано со всей Европы, со всего Кавказа и так далее. Дело не в этом. Они что делали? Они сюда пытались несколько раз суваться, ну, побеждали, иногда получали хорошо. Потом абхазы тогда на море господствовали, не давали им покоя. Потом они поняли, что лучше дружить. И они начали приглашать ко двору, ну, политика византийского двора, это уже султанского двора. Там они получали образование, и там их генетические возможности раскрывались полностью. Сотни, может, тысячи имен, которые подняли и спасали Османскую империю, они, я имею в виду Западный Кавказ и Восточный, чуть меньше, но тоже очень много людей, которые дали Османской империи, личности, которые подняли ее, спасали очень часто. И поэтому Османская империя тоже здесь вела такую очень хитрую, гибкую политику. Ну, самый такой простой элемент, чтобы не мудрство и лукаво, как говорится. Так говорят абхазы по сей день, и черкесы тоже говорят. Султан и российский царь договорились. Вам земля, нам люди. Вот что произошло, на самом деле, говорит правду. На самом деле. Но любая даже вот вещь, ну, дерево, скажем, и так далее, оно на чужбине плохо приживается, гибнет. Вот нужно понять, что все возвращается на круги своя, как говорится. Родина ждет своих сынов и дочерей, которые затеряны в Османской империи, нынешней, там, скажем, Турция. Вся беда в том, что, и наша беда, мы частично восприняли, скажем, другую культуру, там восточную культуру восприняли. Но когда ты разбудишь ему сердце, как говорится, и душу, то человек понимает, что выше Родины, выше родного Кавказа нет ничего в мире. Не ищите рая на Ефрате, так писал один. Он здесь, на Кавказе. И, кстати, многие говорят, дайте людям образование, дайте им образование. Но они как нас использовали? Российская империя, Османская тоже. Знали же наш характер. Очень много поступало в военные училища, там и здесь, и выходили воины, полководцы. Многие гибли, но никогда чести не теряли.